Как расправились пассажиры трамвая с нарушителем их спокойствия? Что будет, если автомобиль оставить на газоне? В этом ролике вы узнаете, как порой творчески наказывают тех, кто пренебрегает правилами парковки. Если вы автовладелец, то просмотр этого ролика убережет вас от ошибок. А если вы сосед нарушителя парковки, то вы узнаете, какой способ мести лучше не выбирать, а обратиться в полицию. Впереди вас ждут очень интересные случаи. Парковка на местах для инвалидов. Предлагаю погрузиться в будни итальянских парковок. Наш герой решил, что он самый хитрый, и припарковал свой автомобиль на месте для инвалидов, не задумываясь о последствиях. Но местная братва за справедливость не дремлет. Наказывать здесь умеют с фантазией. Парень на погрузчике решил преподнести нашему герою урок. Аккуратно поднять его авто и поставить на видное место. Урок по парковке будет хорошо усвоен. Водителю придется не только вытащить кошелек для оплаты штрафа, но и потратить солидную сумму на ремонт. Это не только плачевный пример для самого водителя, но и урок для всех, кто любит нарушать правила парковки. Итальянцы показали, что места для инвалидов – это не просто знак на асфальте, а уважение и забота о людях с ограниченными возможностями. Прежде чем парковаться, стоит задуматься, стоят ли 2 сэкономленные минуты такого переезда на новое место парковки. С пожарными лучше не шутить. Друзья, если вы любите парковаться в неположенных местах, то смотрите, чтобы рядом не было пожарной части, потому что пожарные – люди очень креативные. В Москве одна молодая автоледи оставила свой Lexus прямо перед выездом с пожарной части. Казалось бы, на пару минут, но последствия оказались куда дольше. Пожарные решили не вызывать эвакуатор, а подошли к ситуации творчески. Они окружили ее автомобиль своими машинами так, что Lexus оказался в полной блокаде. Ни вперед, ни назад машина застряла в ловушке. Когда хозяйка вернулась, ее удивлению не было предела. Но что она могла сделать? Такого урока она точно не забудет. Думаю, что пожарные в этот день изрядно посмеялись. А может, это был такой способ познакомиться с красивой девушкой? Линии парковки. Игнорируешь разметку на парковке? Тогда будь готов к оригинальной мести. В Китае нашли уникальный и, главное, действенный метод борьбы с недисциплинированными водителями. Один автомобилист решил, что правило не для него, и оставил свою машину, игнорируя линии для парковки. Местная братва не стала долго размышлять. Решили преподать урок, который он запомнит надолго. В итоге нарушитель обнаружил свое авто, окруженное другими машинами, и заблокированное так, что попасть внутрь можно было только через багажник. Автомобилист не может понять, как попасть в машину, и принимает единственное верное решение. Смешное зрелище, но именно такие меры способны научить водителей уважать разметку и правила. Как думаете, справедливое наказание? Месть пищевой пленкой? Я вам покажу самый безобидный способ наказания за неправильную парковку. Это обмотка автомобиля пищевой пленкой. Такой метод не повреждает машину, но доставляет кучу хлопот владельцу. Представьте шок горе-парковщика, когда он, подходя к своей машине, видит ее полностью окутанной в пищевую пленку. Казалось бы, безобидный розыгрыш, но убрать пленку дело не из легких. На это уходит как минимум минут 10. И, конечно, владелец долго не забудет, как важно следить за тем, где он паркуется. Как вам такой способ наказания? Бутылки с водой. Прежде чем парковаться, стоит удостовериться, что вы не загородили чей-либо склад. Иначе можно попасть в весьма неприятную ситуацию. Прямо как этот водитель, который оставил свою машину прямо перед складом воды. Представляю возмущенное лицо владельца склада, который увидел, что к двери просто так не пробраться. Ему ничего не оставалось делать, как выставить бутылки вокруг автомобиля. Думаю, что водителю пришлось попотеть, чтобы освободить свое авто и поставить его по правилам. А что бы вы сделали на месте владельца склада? Месть пожарной пеной. Иногда месть бывает очень изобретательной, особенно если дело касается парковки. Вот наглядный пример. Владельцу старенького Volkswagen Passat точно пришлось несладко. Почему именно его авто попало под прицел? Точных причин нет. То ли он регулярно занимал чужое парковочное место, то ли просто не пришелся по душе соседям. Но наказание было суровым и крайне изобретательным. Кто-то решил использовать монтажную пену и заделал ею все, что можно. Капот, двери, багажник. Теперь остается загадкой, как владелец собирается отдирать эту пену, ведь процесс явно не будет быстрым и безболезненным для машины. Не самое приятное зрелище, верно? Интересно, какие эмоции испытал сам владелец, обнаружив такой подарок. Художественная месть. Иногда соседи могут проявить настоящую изобретательность в наказании за неправильную парковку. Во Владивостоке, в России, владелец внедорожника неожиданно столкнулся с местью от соседей. Однажды он обнаружил свой автомобиль украшенным своеобразным коктейлем из молока и кетчупа, а на капоте художники оставили пустые банки. Свидетели события не остались в стороне и сразу же выложили фото в социальные сети. Пользователи узнали машину и начали активно обсуждать ситуацию. Оказалось, что этот
Этот внедорожник создавал настоящие проблемы для других водителей. Каждый день, паркуясь на повороте, он затруднял движение и мешал разъезду автомобилей. Часть комментаторов поддержала соседей, считая, что водитель сам виноват в таком наказании. Они отметили, что теперь он точно подумает дважды, прежде чем снова оставить машину в неудобном месте. Другие же встали на сторону автомобилиста, утверждая, что подобное обращение с чужой собственностью – это уже слишком, и такие методы решения проблемы выходят за рамки нормального поведения. Напишите в комментариях, на чьей вы стороне. Железнодорожные пути. Этот водитель точно надолго запомнит свой урок. Представляете, он припарковал машину у железнодорожных путей. Наверное, он думал, что все будет в порядке. Но как только появился поезд, ситуация вышла из-под контроля. Локомотив на всей скорости зацепил автомобиль, едва не снес его. К счастью, водителя в тот момент в машине не было, иначе все могло бы закончиться намного хуже. Теперь его авто, скорее всего, не подлежит восстановлению. Но урок усвоен. Парковаться рядом с рельсами – плохая идея. И в следующий раз он точно будет обращать внимание на расстояние до путей и приближающиеся поезда. Или это просто везение? Трамвайные пути. Парковка на трамвайных путях категорически запрещена, а также рядом с ними, если это мешает движению трамваев. Но, как показывает практика, некоторые автовладельцы игнорируют это правило. Я вам рассажу про один случай, который отлично иллюстрирует последствия такого нарушения. Владелец белого Лексуса оставил свою машину у трамвайных путей, полностью перекрыв движение общественного транспорта. Водитель трамвая не решился самостоятельно убрать автомобиль, боясь его повредить, но пассажиры ждать не стали. Они начали мстить нарушителю. Кто-то пнул машину, кто-то оставил глубокие царапины ключами, а один особо креативный человек приклеил на стекло жвачку. Однако этого показалось мало, и группа людей просто отодвинула Lexus с рельсов вручную. А как бы вы поступили на месте пассажиров? Парковка во дворе. Когда водитель решает припарковаться без лишних раздумий, это может обернуться серьезными тратами на ремонт. Водитель черного авто решил не искать свободное место во дворе и просто перекрыл выезд другому автомобилю. Ушел по делам, надеясь быстро вернуться. Но, как это часто бывает, задержался. Владелец заблокированной машины ждать не стал и нашел довольно оригинальный способ решения проблемы. Просто отодвинул автомобиль нарушителя. Теперь хозяину черной иномарки точно придется задуматься, где оставлять машину в следующий раз, ведь ремонт явно обошелся ему недешево. А как бы вы поступили в такой ситуации? Смотрим дальше. Впереди еще более оригинальные способы наказания за неправильную парковку. Сковорода в лобовом стекле. Иногда месть за неправильную парковку выходит за рамки разумного. Стремление наказать водителя, который оставил свой автомобиль не там, где нужно, может привести к неожиданным и даже абсурдным последствиям. Часто мстители выбирают не самые законные методы, и вместо того, чтобы обратиться в полицию, начинают творить настоящий хаос. Например, одним из популярных способов мести становится протыкание машины ломом или отвертками. А кто-то и вовсе решает вставить сковороду прямо в лобовое стекло. Кажется, что эти действия могут доставить радость мстителям, но вот беда. Причинение вреда чужому имуществу может обернуться серьезными последствиями. Такое наказание может не только повлечь за собой ответственность, но и вызвать необходимость возмещать ущерб. Стоит ли месть того, чтобы рисковать своим спокойствием и свободой? Следующий герой нашего видео не побоялся загородить выезд другой машине. Месть пикапа. Когда водитель белого автомобиля припарковался за пикапом, он, вероятно, подумал, что это не создаст никаких проблем. Но все пошло совершенно не по плану, и это точно заставило его задуматься о том, как и где парковаться. Водитель пикапа оказался заблокирован и не мог выехать со своего места. Ждать или пытаться решить проблему самостоятельно – вот в чем вопрос, и водитель пикапа принял решение. Он аккуратно отодвинул белый автомобиль и смог уехать. Вы посмотрите, какая оживленная дорога. Машины едут по ней без остановки. Ситуация довольно нервная, но водитель пикапа сумел справиться. Теперь, когда владелец белого автомобиля вернется, его ждет большой сюрприз. Его машина больше не стоит там, где он ее оставил. А может, водителю заблокированного автомобиля стоило подождать? Что скажете? Кубок лучшему парковщику. Эти мстители точно заслужили награду за чувство юмора. Когда водитель припарковал свою машину на газоне, где росла зеленая трава, местные жители не стали мириться с этим беспределом. Вместо того, чтобы вызывать полицию, они решили проявить оригинальность. Возмущенные прохожие написали водителю пожелания, украсив его автомобиль смешными надписями, и даже вручили ему кубок в виде унитаза за звание самого лучшего парковщика года. Неправильная парковка не остается без внимания, и на этот раз мстители доказали, что иногда для наказания недостаточно гнева, достаточно хорошего настроения и немного юмора. Ну а нарушитель теперь точно поймет, что такое газон и что на нем лучше не оставлять машину. Справедливая месть или переборщили с креативом?
Пожарный гидрант. Как думаете, стоило ли водителю Макларена блокировать пожарный гидрант всего лишь для того, чтобы припарковаться на пару метров ближе к магазину? Кажется, это было не лучшим решением. Пожарные не стали ждать, когда горе-владелец машины вернется и отгонит свое авто, ведь работа пожарных – дело ответственное, и от них зависит жизнь человека. Ну а водитель впредь будет обдумывать свои действия. У него теперь есть время, пока машина будет в ремонте. Правильно ли поступили пожарные? Напишите свое мнение в комментариях. Дальше вас ждут еще несколько случаев, как парковаться совершенно не следует. Наказание наклейками. Есть водители, которые, кажется, совсем забыли, как парковаться правильно. Вот и герой следующего сюжета решил, что можно просто поставить машину, даже не подумав о других. В отличие от остальных машин, стоящих ровно, его автомобиль оказался припаркован поперек линий. Такое ощущение, что в школе он прогуливал уроки геометрии. Поставил машину так, как будто не знает, что такое парковаться параллельно парковочным разметкам. Теперь из-за него остальным водителям просто невозможно нормально встать. Но такое нарушение не прошло незамеченным. Местные активисты решили украсить авто лентяя наклейками с насмешливыми надписями. Весь кузов машины оказался в этих наклейках. Теперь водителю придется не только учить геометрию заново, но и долго отдирать наклейки, приводя машину в порядок. Интересно, сколько времени ушло, чтобы убрать все наклейки? Да, друзья, месть иногда может принимать неожиданные формы, как, например, использование монтажной пены или остроумные надписи. Недовольные граждане могут проявить изобретательность в борьбе с нарушителями парковки. Каждый из этих случаев говорит о том, как важно уважать общественные правила и учитывать интересы других. Наказание хулиганов может быть забавным, но иногда необходимо обратиться к более серьезным темам. Если вы хотите делиться интересными открытиями и создавать видео, которые меняют восприятие людей, то у нас есть отличная новость. Мы ищем талантливых людей, которые могут помочь нам создавать потрясающие видео. Если вы умеете монтировать, озвучивать ролики на разных языках или пишете креативные сценарии, мы будем рады работать с вами. Напишите нашему телеграм-боту, ссылка в описании. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, и напишите в комментариях. Как вы думаете, все ли способы наказания нарушителей парковки оправданы?